Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, а также канала Алексея Арестовича. Искренне приношу извинения за то, что последний понедельник марта месяца вот выдался с небольшой такой задержкой в прямом эфире, но мы живьем, все как положено. 21 час, четверть на к 22. Алексей Арестович на связи. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер, Саша. Всем большое спасибо, что подписываетесь, это очень важно. И спасибо большое, знаете, за отзывы с прошлого понедельника. Понятно, да, там есть у Алексея позиция по Ирану, мы это обсуждали, там где-то совпадает с аудиторией, где-то не совпадает. Но огромный какой-то лютый фидбэк завершения прошлого понедельничного стрима произвел прям такое впечатление, знаете, впечатление действительно. Поэтому вот всем советую досматривать до конца, ставить лайки, подписываться, общение с аудиторией. Пардон, а что там было? Я не помню уже просто. Вы выдали прям базу, тираду. Да. Конечно, это прям пересмотрите. И, уважаемые зрители, и, конечно, если пропустили этот эфир, вот зачем мы встречаемся по понедельникам. Фидбэки сумасшедшие на самом деле были. И спасибо вам за то, что как бы оставляйте эти отзывы. QR-код возле меня — это возможность написать свой вопрос и задать этот вопрос. И, собственно, мы с этих вопросов и начнем сессию вопросов и ответов. Также клуб зрителей Шелеста, сообщество YouTube. Милости прошу, оставляйте вопросы заблаговременно. И с чатами трансляции пообщаемся. Чатами и у Алексея Арестовича, и у меня. Поэтому в живое общение это всегда прекрасно. Начнем с такого опроса. У меня на канале он есть. В общем, такой незамысловатый, казалось бы. Нужна ли Украине сейчас женская мобилизация? Варианты ответов. Нужна. Все должны быть равны. Жебусификация быстро все закончит. Этот вариант подразумевает, что когда женщин начнут тягать по бусикам, ну тогда это все и закончится, потому что Украина такая страна, если там женщин начнут, то все, всех сметут. Они побойчее будут мужиков. Третий вариант. Нет, с дубу рухнули, это ничего не даст. И четвертый вариант — частично, полускрыто, но она неизбежна. Вот такие 4 варианта сегодня у опроса. И давайте с того начнем. Как вы видите вот эту историю? Нужна сейчас? Я вижу второй и четвертый. Если мы хотим быструю революцию, надо объявить мобилизацию женщин. Через час ТЦК будет развешана вдоль дорог, за ноги измазана шоколадом, задушена бантиками, да, и разрисована помадой. А через 2 часа Зеленский будет пытаться на вертолете покинуть территорию Украины, но женщины из рогаток его собьют. Рогатки сделают из резинок для волос. Поэтому, если хотим очень быстро все это закончить, надо объявить женскую мобилизацию. Ну и четвертый вариант, потому что в том или ином варианте она идет. Забронированы женщины-врачи. Все больше случаев внесения женщин в реестр, когда сообразно закону их нельзя вынести обратно. А это делается по 2 причинам. Первое — бабки сбить. Второе — постепенно приучить, что женщин таки будут мобилизировать. В том или ином варианте. Либо так или иначе ограничивать. Смотрите, может же не быть мобилизации. Могут начать ограничивать выезд отдельным категориям лиц женских. Все больше там будет случаев, когда случайно попало, давайте пересмотрим и так далее, и так далее. Это окно Овертона. И по всем правилам окна Овертона они создают вот эту вот историю, как бы, да. Да, друзья, мы отдельно обсудим эту тему женской мобилизации немного позже, но сейчас давайте про войну. И очень такие интересные заявления делает Зеленский. Как бы в поездке он делает заявление, была перепалка с Рубио по поводу условия Донбасса. Донбасс в обмен на гарантии Соединенных Штатов Америки. Рубио говорит, что Зеленский лжет. Зеленский говорит, я не лгу. Мало того, я еще могу ого-го сколько рассказать. Но сегодня принципиально важный момент. Зеленский выступает за все виды перемирия. Давайте послушаем, он дает комментарий, я так понимаю, в дороге, там шумит все у него, но он говорит, что я готов к перемир'ю. Пане президенте, чи запропонує Київ Москві перемир'я під час великодніх свят? Якщо така пропозиція буде зроблена, які міжнародні гарантії знадобляться, щоб Росія не використала цю паузу для зміцнення своїх військових позицій? Дякуємо наперед. Ми підтримали будь-які формати закінчення війни, ви це знаєте. Але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність нашої держави, і припинення вогню, будь-які формати, як ми вже сьогодні говорили, і повне, і енергетичне, і ми готові до припинення вогню на великодні свята. На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають
вважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але безумовно ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом. Що стосується зміцнення за такі 2-3 дні, зміцнення позиції Росії, ну за 2-3 дні вони нічого не зможуть зміцнити. Вони ж, ми пам'ятаємо за 3 дні, що обіцяли і що не змогли зробити. Ну, понятно, здесь аллюзия такая, что 3 дня, Киев за 3 дня. У меня вопрос. Я понимаю, что люди обновляют подкорку или корку головного мозга, клеточном уровне это все работает. Прошлая Пасха. Вы помните, какая была возня? Нет, вы что, они там что-то предпримут, им это нужно. Год прошел, смотрите, ничего не смогут за 3 дня сделать никакого. И вообще мы и за перемирие, и за энергетическое, и за всевозможные виды перемирия. Что произошло с Зеленским, Алексей Николаевич? Смотрите, все на самом деле очень просто. Вы видели, Рубио же мог употребить, начнем как бы снизу вверх. Рубио мог употребить, это ошибка, это вырвано из контекста, комментируя слова Зеленского, это интерпретация, не совсем поняли, мы обязательно разберемся, это не согласовано, неточность перевода. Он сказал очень точную фразу, Зеленский соврал. Это дипломатическая ядерная бомба. Откуда берется дипломатическая ядерная бомба? Посмотрите внимательно, как комментирует Зеленского Трамп, любое движение Зеленского. Только Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Салманом, как Трамп заявляет, что Салман должен целовать его в попу. Ну, это ядерная война в дипломатии. Бедный Салман попал под раздачу. Почему? Потому что встретился с Зеленским. Думаете, из-за него? 100% я не думаю, 101% вам даю. Только Зеленский брякнул что-то там про перехватчики, про козыри, про то, что мы будем сбивать шахеды, что Трамп выходит и говорит, нам не нужны. Не нужна украинская помощь. Близко не нужна. И на каждую, там по Орбану и так далее, только вот Трамп поприветствовал Орбан, Зеленский атакует. Между ними война. Между Трампом и Зеленским война. Зеленский, расследование на 650 миллионов, которое перевела украинская сторона на поддержку Байдена. И так далее, и так далее. Смотрите. То, что происходит между Зеленским и Трампом, это уже вышло за пределы всякой дипломатии. Это такая откровенная война. Уже такая, военнее некуда. Помните, я вам 2 года назад сказал, что Зеленский с Ермаком оплачивают антитрамповскую кампанию. Ну, вот вам уже вот сейчас заявили, и то ли еще будет. Поэтому Зеленский вызывает идиосинкразию у Трампа и у всей его администрации. Они в бешенстве, тотальном и полном. Более того, там исходят из того, что уже больше года основным препятствием к миру является Зеленский. И единственное, сейчас они уже исходят из того, что это единственное препятствие к миру. Потому что у Путина давно хотят все помириться. У них там не очень хорошо дела, а кроме того, есть расклады, которые более выгодно, делают более выгодным сейчас перемирие, чем продолжение конфронтации. Все эти треугольники, Ираны, Арктики и прочие Марсы с Китаями. Общая сумма этих соображений говорит о том, что сейчас проще нажать на паузу. И, как вам деликатно сказать, это тоже не добавляет любви к Зеленскому. То есть и выражена антитрамповская кампания, выражена антитрамповская деятельность, финансирование антитрамповской деятельности. И единственное препятствие к миру, которое так нужен Трампу, в совокупности это как бы горячая рамка. Назовем ее так. Поэтому что делать бедному Зеленскому? Зеленский вводит Трампа за нос. Он выходит с комментарием, который говорит, да я вообще за мир. Хотя ни у кого, как в администрацию Трампа, как это лучше людей, знающих, что Зеленский нифига ни разу не за мир, а за продолжение войны во всех вариантах, там знают лучше всего. Он говорит, мы ко всему готовы. Рождество, пасхальное перемирие, все виды перемирия и так далее, и так далее. И вводит 2 забавные переменные категории. Первая категория звучит гейдность, то есть достоинство по-русски. И второе, что суверенитет. Вот это перемирие не должно нарушать наш суверенитет. Давайте начнем с суверенитета. Что такое суверенитет? Что такое суверенитет? В Что контексте такое Украины? Что такое суверенитет вообще? Способность принимать решения, выгодные конкретной стороне. Суверенитет имеет очень конкретное... Суверенитет – это способность сказать «нет» внешнему воздействию. Да. Вот это моя территория, моя корова, здесь я ее буду доить, и никто не имеет права определять. Скажите, у Украины есть суверенитет? Давайте скажем так деликатно, очень ограниченный, правильно?
Ну, И Зеленский после говорит, поездки по Ближнему да, Востоку это прям, ну, Зеленский говорит, я не позволю еще больше ограничивать суверенитет. Как? Пусть пояснит. И вторая категория, она вообще замечательная. Достоинство. Как бы, мгм. да, под достоинство можно подвести все, что угодно. Вот я не пойду на перемирие, потому что достоинство задето. А почему? Потому что Путин выступал на серо-голубом фоне, а это глубоко оскорбляет достоинство украинцев. Трамп зашел на трап самолета с левой ноги. Украина не потерпит такого брутального нарушения ее достоинства. Под эту категорию можно подвести все, что угодно. Поэтому, когда вводятся такие переменные категории, которые ничего конкретного и определенного не несут, когда можно было цапнуть за язык и спросить, так что да, нет, вот конкретные условия, давайте разбираться. Это же не отвод войск на какое-то конкретное количество километров, правильно? Это не количество пропусков, не ограничение вооруженных сил, не то, что исчисляется аналитически, там, где есть цифры. Это переменная категория, предельная абстракция. У меня достоинство задето. Понимаете, я не буду мириться. Это вводится категория для того, чтобы все эти 3 дня заранее отмотать назад, все эти перемирия отмотать назад, и все рассказы о том, что мы готовы мириться, отмотать назад. Ну, в любой момент, можно сказать, это задевает наше достоинство. И что? И все, привет, Тут привет. возникает еще вопрос, какая Пасха имеется в виду? В Украине она Поэтому, да, оригинальная. вот, он создает общественное мнение, где он якобы миротворец, изо всех сил согласен на все условия, злой Путин и злой Трамп, конечно же, мы понимаем, не дает ему примириться. Путин непременно хочет воевать, а Трамп, злодей, подталкивает Украину к позорным уступкам, задевающим ее суверенитет и достоинство. Знаете, если вот так вот рассматривать отношения Зеленского и Трампа, ну, простите, пожалуйста, но я бы понял. Ну, в принципе, банально простой расклад. Да? Вот есть условная Европа, которая дала отворот-поворот Трампу, сказала, это не наша война в Иране. Трамп люто обиделся. Там сейчас вообще такие тучи ходят над НАТО и его будущим. И, то есть мы понимаем. И Зеленский пристраивается к этим. Но меня очень сильно, вот я вот хочу, чтобы мы разобрали этот момент. Поразил, Алексей Николаевич, поразил глава концерна Rheinmetall. Он дает комментарий. Зеленский же что поехал продавать? Дроны. Дроны, там, кстати, были 2 сообщения о том, что ударили раз, ударили 2 раз в Дубае, там, где склад дронов, неизвестна судьба 21 человека, но потом это все вышел, МИД опроверг. В общем, вот такая вот, да, как бы промо-компания, но выходит, казалось бы, союзник, казалось бы, заинтересованное лицо, немецкий концерн, и говорит, слушайте, у вас дроны лепят домохозяйки на кухнях, это вообще несерьезно, из китайских компонентов, понятно, что он хочет американцам дрон-дил, впарить китайские беспилотники, да, но как бы под каким-то соусом. Зеленский комментирует сегодня эту штуку, и вот тут очень такая іскра пробіжала. Давайте послухаємо. Ви, певно, вже чули, що гендиректор Rheinmetall назвав українських виробників дронів домогосподарками з 3D-принтерами, маючи на увазі, що наші технології не містять в собі нічого нового. Згодом концерн намагався перепросити і заявив про повагу до України. Як ви оцінюєте цю необережну заяву? Чи бачите ви в ній атаку на наш ОПК? Дивно звучить. Ну, якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс. Якщо чесно, то, на мій погляд, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатом. І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі. І я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід. Алексей Николаевич, я за последнюю неделю слышал противоположное мнение. Одни говорят о том, что и правда, ну вот как глава Rheinmetall, и другие говорят, ну, ребята, ну это несерьезно. А другие говорят, что нет, это великое там достижение, разработки, программы, дроны. Так есть что продавать Украине по Ближнему Востоку? И вообще, что это за выражение? Домохозяйки на 3D-принтерах? Ну, это прям унижение. И ответ унижением на унижение. Смотрите, значит, первое.
украинская дроновая программа очень сильно размазана. Есть дроны, которые собирают домохозяйки, есть дроны очень высокопрофессиональные. Простите, не имеющие аналога в мире, сбивающих те же шахеды, дроны-перехватчики и так далее, и так далее. Более того, значительную часть украинских дронов в промышленных, скажем так, количествах производят вполне себе компании с натовскими сертификатами и так далее, поставленные на крыло, имеющие широкий круг заграничных контактов с кем угодно, с любой страной мира, Европы, там, НАТО, Америки и так далее, и так далее. И там все предельно серьезно. Искусственный интеллект и так далее, и так далее. Чем продиктовано заявление главы Рейнметалла, неизвестно. Возможно, они что-то хотели продать в Саудовскую Аравию, а Зеленский перебил контракт. И в сердцах могло выскочить. Но меня удивило, что Зеленский это взялся комментировать. Раз. А во-вторых, он взялся комментировать в хамской манере. Это значит что-то личное. С Рейнметаллом? Да, личное. Что-то пробежало, что-то касается оружейных контрактов на Ближнем Востоке, скорее всего. Алексей Николаевич, это просто, понимаете, тут с Орбаном личное, с Рейнметаллом личное. У него со всеми все личное. Да, конечно, личное. Так это же манера, которая, как очень многим нравится. Начиная с хамства в овальном кабинете, это стало стилем внешней политики Зеленского, и очень многие это приветствуют. Украина находится в стадии, когда она против всех. Благодаря Зеленскому. Мы поссорились со всеми соседями, кроме Румынии. Пока еще. А так со всеми абсолютно. Из доброй половины, если не больше, всех наших союзников. Или там партнеров. И включая самого главного США в лице администрации Трампа. Поэтому, да, им очень многие это поддерживают, потому что они считают, что как буйные подростки, что вот стадия полного тотального отрицания это и есть стадия, когда мое «я» проявляется максимально полноценно. Вот всегда есть такая стадия психологическая, когда надо вот отрицать все и ссориться со всеми. Зеленский проводит личные границы, не приходя в сознание, понимаете, да, защищая. Поэтому, да, я, скорее всего, что-то там, один контракт наехал на другой. Я не думаю, что из этого надо делать что-то очень большое. Вот. Ну, давайте тогда рассмотрим под другим ракурсом. Иран сегодня написал письмо в ООН, что считает Украину, чуть ли там соучастницей того, что Израиль и США делают с ним в рамках вот этого противостояния. Там противостояние как бы набирает обороты, но сегодня как бы чуть-чуть отлегло. Выходит Левит, говорит, 10 дней, это такой шанс, переговоры. Рубио жестко выступает, говорит, что Ормузский пролив разблокируют, вот это все. Левит говорит, смотрите, какой шанс. Турки, пакистанцы подсуетились и, в общем, предложения, в общем, разруливают эту тему как могут. Ну а какое место Украины здесь? Не получим ли мы еще и иранские ракеты по своей территории? Так а нам иранские ракеты особо ничего не добавят и не убавят. Раз. А во-вторых, мы Иран считаем агрессором очень давно, с 22 года, когда первые шахеды полетели. Поэтому то, что они нас наконец-то записали через 4 года в агрессора, хай их покрасят этот режим Аятол. Поэтому вопрос, почему конкретно они записали? Потому что если бы наши просто участвовали в защите стран залива, например, то агрессию трудно приписать. Значит, скорее всего, есть данные, либо на опережение они сработали, либо россияне что-то подбросили, на тему, что мы проактивную позицию занимаем в отношении Ирана и, возможно, ведем воздействие на ее территорию какими-то силами и средствами. Гуровцы какие-нибудь, там, перегуровцы и так далее, и так далее. Поэтому это послужило основанием записать. Но, честно говоря, от этого ни холодно, ни жарко. Если к российским ракетам еще прилетит даже 100 иранских, как бы такое. Смотрите, это опровергает МИД на выходных, это сообщение. Вот, предположим, украинские солдаты гибнут при защите стран Персидского залива. Как это расценивать внутри украинского общества? А как это расценивать? Поехали выполнять союзные обязательства и проецировать украинскую силу в рамках текущей Третьей мировой войны на ключевых направлениях. Воюют, опять же, они же не просто так гибнут. Они воюют против Ирана, который воюют против Украины с 22 года. Иранские специалисты были на украинской территории оккупированы. Это доподлинно известно. Они направляли первые шахеды, учили россиян. Первые попадания шахедов, первые несколько месяцев попадания шахедов, это иранские специалисты, а не российские. Теперь НАТО воюет там. Все логично. То есть, мало того, что в Украине гибнуть, так еще и на Ближнем Востоке. Как вам сказать? Да, бывает, приходится гибнуть солдатам за интересы государства.
в разных местах. Так а в чем этот интерес? Ну, мы же не знаем конкретно, что мы получаем. Это же, но подозреваю, что, как это сказать максимально деликатно, они гибнут за защиту очень богатых стран. А для России проблема, вернее, для Украины проблема поиска бюджета – это проблема номер один. Поэтому даже официальные лица сейчас кричат все. Бюджет, 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 90 миллиардов не дает, денег осталось до июня, дефолт, кошмар, ай-яй-яй и так далее. Поэтому арабские королевские династии Персидского залива, Саудовская Аравия, Объединенные Эмираты обладают возможностью дать много-много денег, скажем так, минуя жесткие процедуры, принятые на Западе. Это не наемничество. Нет, это не наемничество. Это своего рода оружейная дипломатия. Вот смотрите, приведу вам пример. Зачем Украине 4 корвета было турецких, построенных в Турции? Эпоха больших кораблей фактически в закрытых водоемах, таких как Черное море, фактически миновала. Ожидать, что наши корабли поплывут там с длинным украинским красивым флагом, который ветрук будет развиваться на просторы океана, можно. Мы принимали участие в операциях ЕС и НАТО в Средиземном море, в Красном море, там защита от пиратства и так далее, и так далее. На самом деле этот заказ разместили в Турции, когда укрепляли дипломатические отношения с Турцией. Есть всегда люди, конкретно заинтересованы в этом, люди, которые могут лоббировать решения правительства, либо являются правительством. Мы им сделали подарок. Так очень часто делается. Очень часто делается, и не только Украина это делается. Это часть военно-дипломатической политики государств, военно-технической и прочее. Посылка наших специалистов, которые там что-то отражают, это часть военной политики государства. Так бывает. Так же, как миротворческие миссии и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь особую зраду не удастся. По крайней мере, я не наблюдаю здесь зраду особо. Наши и в Африке воюют, и где только наши не воюют. Что будет происходить с НАТО? Это прям тема последних дней. Достаточно резок Трамп. Он размышляет о том, что вообще уходить из НАТО. Но украинское медиаполе с украинским подходом ко всему происходящему нам диктует какой-то прям сюрреалистический вывод. Вот вышел Кулеба и говорит: слушайте, да пускай уходят США із НАТО. Україні тільки лучше. Дивіться, на сьогодні нам в перспективі стратегічно байдуже, чи буде Америка в НАТО чи ні. Розумію, що звучить трошки сенсаційно, але давайте мислити прагматично. В наших інтересах, щоб Європа будувала оборонні спроможності швидко і в достатній кількості. І в цьому плані ми повинні дякувати президенту Дональду Трампу за те, що він шугає Європу і кожною своєю новою заявою пришвидшує їхній рух у цьому напрямі. Україна, безумовно, вже є, скажімо, невід'ємною частиною архітектури європейської безпеки. То есть мы уже и так в европейской безопасности. Идет Трамп, молодец, хорошо их пугает, а они будут такие готовы. Имеет рацию вот это высказывание? И действительно ли США могут уйти из НАТО, как думаете? Имеет рацию, это один из возможных вариантов событий. Я, например, лично абсолютно не против этого, потому что НАТО недееспособный орган. Фактически. А без США будет дееспособным. А без США оно будет еще более небоеспособным, поэтому вплотную станет вопрос о создании европейской армии, европейской системы безопасности. Они наконец-то этим займутся, у них исчезнут последние иллюзии. Что касается, да и хай его покрасят, меня другое веселит. Вот представьте себе, что НАТО развалилось. Да. А у нас же в Конституции записано вступление в НАТО. Что будут делать наши депутаты? Как это? Они, наверное, соберутся и внесут еще один пункт в Конституцию. Восстановление НАТО и вступление туда. Причем обязательное восстановление к 1931 году, например. Выделят пару лет на восстановление. И ведущая роль Украины. Они будут говорить, что мы заместим США в НАТО. Понимаете? И так далее. Что касается Украины, составляющая часть архитектуры европейской безопасности, вот эта формулировка Кулебы, она нуждается, давайте скажем так деликатно, в критическом анализе. Проблема в том, что он не называет, какая именно мы часть. Филейная. Это европейской безопасности. Это дискуссионный вопрос, давайте скажем так. Но совсем не та часть европейской безопасности, которую Дмитрию, как его по отчеству, хотелось бы. Понимаете, да? Вот эти сказки про то, что мы щит Европы, которая закрывала его сначала от монгола, теперь закрывает его от страшного Путина,
Они хорошо известны. Такие же сказки рассказывали в Польше. Более того, украинский национализм скопировал польские сказки про щит Европы. И еще российские историки это делали, царские и так далее. Поэтому это очень хорошо известная тема. Дубинский Александр как-то хорошо написал, играя словами: «Щит Европы», если написать по-английски, то неудобно получается. Да, это есть. Чтобы понять, какое место мы занимаем в системе европейской безопасности, послушайте заявление главы немецкой разведки или некоторых политиков, которые мы здесь обсуждали. Пока нам выгодно, чтобы украинцы как можно дольше воевали, и чем дольше они воюют, тем больше у нас времени на построение тоже европейской армии. Ну, если вы хотите считать себя такой частью, с этим трудно что-либо поделать на здоровье. Ну, тогда позвольте задать вопрос, а чему вы на фронте? О фронте давайте поговорим, потому что все замерли каким-то лютым контрдействием, действием, атакам, контратакам. Если пройтись по линии фронта, то тут давайте как бы вот с севера на юг. Да? Значит, все говорят о том, ну как все, некоторые источники там говорят, что где-то там в недрах Сумского направления что-то готовится. Причем и с одной, и с другой стороны. Причем с Сумского направления. Отдельно распространяют спикеры с российской стороны. Прям называют номера бригад ТРОшников, за спинами которых будут, ну, патриотические группировки, и вот этим как бы таким многослойным пирогом, а за спинами тех еще будет кто-то, будет какое-то вот движение в Сумской области. Я также слышал версию, что в Сумской области, там где-то на российской территории, скопление каких-то войск, которые будут бить, как раз сами идти в наступление. Что-то как-то не бьются друг об друга вот эти версии. Что думаете вы по северу Украины, по линии фронта? Я ничего не думаю. У меня реальной информации нет, но исходя из того, что вы говорите, вполне может быть такая история, что россияне что-то там задумали, а наши будут героически отражать либо упреждать, либо наоборот, наши что-то задумали, а россияне будут героически отражать или упреждать. Ну, будут там какие-то бои, кто-то куда-то решил расширить полосу, или кто-то решил кому-то не дать расширить полосу. Посмотрим. Я не думаю, что там будет что-то глобальное по одной простой причине, потому что сил и средств нету на что-то глобальное. Бои местного значения. Ну, есть, скажем так, зоны, есть вот эти вот продвижения, как Да. бы, ну, вот мы, да, даже вот если ориентироваться, хотя это такой достаточно вариант ориентироваться конкретно по карте Deep State, но там даже есть уже какие-то интересные вещи и в Черниговской области, да, и там вот вообще на севере фиксируют конкретные локальные бои. Движение по Харькову. В последнее время я вот встречал западных аналитиков, которые говорят: ребята, нельзя отдавать Славянск, Краматорск, короче, Донецкую область, потому что вот это получается как бы большая клешня, в которую попадает Харьков. Вы много раз говорили об этом, ну, большом замысле, о том, что большая какая-то клешня. Ну, в общем, имеется в виду вот здесь нависание, да, и вот здесь, если сейчас пойти по границе Донецкой области, тогда получается вот это вот, скажем так, Харьковская область, Изюм и все прочее, они попадают как бы в полуокружение. Что думаете по поводу таких больших мазков по картам западных аналитиков? Ну, это какое-то очень малодоступное мне соображение. Если мы дадим Славянск, то вдруг Харьков будет полуохвачен. Будет снизу подперт Харьковская область. Ну, так она и была подперта уже сколько давно. Когда-то она в этой войне была подперта дважды откатывали и опять пытаются накатить и прочее. Это все, понимаете, рассуждение в пользу бедных. Вот сидят эти аналитики и по принципу пол по 3П. Пол, палец, потолок называется. Поковырялись в носу и начинают глубокомысленные мысли издавать. А вот Харьков будет полуохвачен. Ну и что? Ну как, ну и что? Что дальше? Какая следующая мысль? Смотрите, это же должно иметь продолжение. Продолжение в том, что не будет жизни в Харькове, Алексей Николаевич. В Харькове не будет жизни. То есть коварный Путин после перемирия продолжит обстреливать Харьков и так далее. И, конечно же, пойдет наступать вглубь Украины, как говорит наш любимый президент. Мы там на Донбассе понастроили суперукрепления, а если мы их отдадим, там беззащитные территории, они как ломанутся и так далее, и так далее. А вас не смущает почти 3500 километров границы с Россией общей, если есть
Еще если посчитать белорусскую. Я вам скажу, самым полуохваченным городом является Киев. А, если еще масштаб увеличить, я понял. Но почему-то никто не говорит о кошмарной опасности для Киева в результате перемирия или заключения мира. А она есть в результате перемирия? Конечно, давайте вспомним 22 год. Как быстро Киев был охвачен? Ну, за В пару течение дней. за пару дней, да, и так далее. Ну вот, а почему же вы не говорите сейчас, что если будет перемирие, как а Путин захочет продолжить, как ломануться на Киев? Почему никто не говорит об опасности для Киева? А уж какой опасности Чернигов? Это просто ужас. Это невозможно представить, в какой он опасности. Но почему-то это выносится за скобки. А вот жуткая опасность для Харькова, для Днепра, это прямо такая вот опасность, переопасность и так далее. Чего же вы так быстро забыли про вторжение с севера? Или вы думаете, что его невозможно, не может повторить коварный Путин, если уже будет продолжение войны? Поэтому это все разговоры в пользу бедных, они меня, честно говоря, бесят и выводят из себя по одной простой причине, что это такая убогая спекуляция. Вот эти вот там суперукрепления на Донбассе, опасность для Харькова и прочее, прочее, прочее. И так далее. Потому что начертание государственных границ и театра военных действий таково, что Путин может и на Львов напасть из Беларуси, если ему сильно понадобится. И поэтому говорить о том, что перемирие опасно, потому что, как нападут потом. Ну вот вы из мира на вас напали. Или относительного мира, который был 23 февраля 2022 года. Напали на весь север, среди прочего. И что теперь? Вы тогда скажите, что мир предельно опасен. Давайте уже логически скажем, мир предельно опасен, поэтому что? Пусть будет перманентная война. Она куда менее опасна коварного мира. А то ж как нападут, пусть лучше уже напали и непрерывно это длится, чтобы не было мира, а потом опять не напали. Такая логика или как? Да, получается передергивание чистой воды. Поэтому ну, кто хочет, пусть повторяет такие вещи, но я не люблю людей, которые такое заявляют. Поехали, Купянск. Значит, на речке Оскол происходят, как бы до Донецкой области происходят интересные события. Россияне подрывают дамбы, соответственно, с одной стороны, это ведь тоже палка о двух концах. Кстати, так интересно, выходит наш специалист профильный по дамбам, говорит, не переживайте, у нас все дамбы, не волнуйтесь, мы все укрепили, они и так такие, что могут выдержать ядерный удар, а мы еще укрепили, еще подлатали, поэтому не волнуйтесь, ну, пробьет там чего, но это все равно, что шлюз один откроется, ну, чуть больше воды будет. Ну, в общем, не волнуйтесь, я всех успокаиваю. Но это он говорил, наверное, по Днепровским дамбам, по большим объектам, но малые объекты уничтожаются водные, меняется, соответственно, ландшафт, меняется, скажем так, отсекаются определенные территории. Как оцениваете ситуацию в Купянске и южнее? Там ситуация не меняется, на самом деле. Противнику не удалось взять Купинск, он был выбит оттуда, охватить его с севера не удается, охватить с юга не удается. Там действия по рассечению группировки на Боровой, которая там южнее Купинска, и до Лимана противник как бы не прекращает. Успеха они не имеют. Как бывает атакующие действия, контратакующие действия, там все та же возня, в которой ничего не изменилось до сих пор. Можно сказать вообще за фронт, что некоторое падение интенсивности действия российских войск, сил и средств, и некоторое увеличение активности украинских сил и средств. Причины мы с вами называли. Первое – дезорганизация связи у противника. Второе – измотанность передовых соединений и объединений. И третье – нехватка уже личного состава у них для того, чтобы принимать меры масштабные, которые действительно стоят нашего обсуждения. Это все тактическая возня на месте. Там, сям, пятое, десятое и так далее. Любая попытка спекуляций, которую очень многие добрые, хорошие люди предпринимают в стиле «Ух, мы их отбили под Лиманом, теперь все поменяется», или нам «Ой, Харьков будет это отмечено», но всегда упирается в главный вопрос. Хорошо, вот вы говорите о том, что там линия фронта, вот там условия перемирия, там, или отдать или не отдать Донбасс. Вы вообще рассуждаете о том, какой послевоенный мир вы хотите создать? Если в этом послевоенном мире угроза повторения войны является ведущим фактором, то нафига прекращать воевать? Действительно.
А может быть, надо выстроить такой мир, где угроза повторения войны уже не является фактором, либо является очень маловероятным фактором, либо максимально заниженным фактором. Об этом не подумали? Подмена-то в этом. Они же что все говорят, все эти зайчики? Они говорят, что, понимаете, война неизбежна. Ну, такая неизбежная. Она такая прямо неизбежная. Ну, вот куда ты не денься, она вот неизбежно ходит вокруг и только ждет, чтобы ворваться в окошко мирное, Украина, и снова подло там все это разрушить и так далее. У меня к вам вопрос. А чего вы не хотите построить мир, в котором война будет избежной? Ну, Или потому что вообще надо тогда уступать. не надо уступать. Надо выстроить политику, которая делает войну неизбежной. А эта политика включает в себя не только уступки, но и, например, прокачивание отдельных скиллов. И первые скиллы, которые надо прокачать, это нормализовать внутреннюю политику Украины. Понимаете? Потому что внешняя война никогда не приходит просто так. Она приходит всегда на искажение внутренней политики. На соответствующие перекосы. Потому что внешняя политика государства – суть продолжения внутренней политики государства. Марксистский термин. Тезис. И никто его еще пока не сумел отменить. Поэтому, если не искажена внутренняя политика, неизбежно искажается внешняя. Неизбежно по всем параметрам. От вот этой землянки УПА, которая пытается всем навязать как единственную идеологию верную, заканчивая узурпацией власти, которая называлась как это монобольшинством, и потерей критичности к отдельным направлениям государственной политики, внутренним и внешним. Монополизация решений, а соответственно, что разрушение системы издержек и противовесов, вспомни Конституционный суд, реальную роль парламента и так далее. И переход к волюнтаризму и безнаказанности, что всегда порождает крайние тенденции в политике, а крайние тенденции в политике заканчиваются обычно плохо во внешнем. Вот это то, что произошло с Украиной. Вот это все надо. Джонни, сделай монтаж, все перестроить, сбалансировать внутреннюю политику, и тогда сразу угроза внешних потрясений уйдет ниже порогового значения, если грамотно выстроить внутреннюю, а потом и внешнюю политику. Поэтому, когда начинают про уступки говорить, это еще одна подмена. Какие уступки? О каких уступках? Территории, Хорошо, решений, мы отдали, допустим, идеологии. окей, мы отдали Донецкую область, но отдали мы эту Донецкую область, все остальное стали по фронту и, например, начали интенсивно выстраивать военную промышленность и ковать вооруженные силы. Потому что высвободили огромное количество ресурсов на не проедание вооруженных сил в вооруженной борьбе, а на их строительство. Армию нового образца, нового поколения и так далее. Новую экономику, новую защищенную энергетику, новое строительство, где в каждом доме будет убежище и так далее, и так далее. Целую историю затеяли по внутренней модернизации. Нормализовали отношения в обществе, нормализовали взаимоотношения между ветвями власти, выстроили реальный взаимоконтроль этих ветвей власти. Правильно? Как сбалансировали политику, убрали, наказали виновных, расследовали, убрали возможности узурпации и одноличных решений, которые качают сильно политические весы. Как вы думаете, это стоит остатков Донецкой области, которые не желаю уже практически? Подождите, тут же идет главный-то посыл, что Россия враг, что война не обязательно повторится. Я очень сильно подвергаю сомнению этот тезис, что будет вторая серия. Прям очень сильно. И я больше, Я могу больше сказать, склоняюсь если... к тем людям, которые говорят, ребята, если мы закончим войну, мы потом хрен соберем эту армию. Даже ту, которая сейчас есть. Никто уже не... Они сейчас не хотят как бы ее пополнять. Мы видим, что происходит. А так вообще никто никого не соберет. Более того, дождутся открытия границ или там больших возможностей и как бы повалят. Или там... Ну, в общем, война второй раз не начнется, потому что некому будет воевать вообще от слова совсем. Скажем так, деликатно, будет кому воевать, но вернее, корень этих причин, он все равно же упирается в внутреннюю политику. Какой она будет после войны? Если она будет такой же, народ действительно разбежится, в том числе действующие военные или бывшие военные разбегутся и уже не вернутся. Если она будет меняться или там до какой-то степени ослабляться, то будет какая-то часть воевать, там найдет способ, понимаете, и так далее, и желание. Поэтому, опять же, все упирается, все сценарные решения упираются в качество внутренней, прежде всего, политики. Внутренней политики, не внешней, а потом и внешней. Поэтому вопрос надо ставить не так. Вопрос надо ставить, а мы собираемся продолжать этот долбанный монокурс? Или мы хотим выстроить нормальное государство? Ну, нормальное уже получится вряд ли. Я
Я, если честно, очень прям... ну, вообще это, конечно, очень плохо, это очень печально. Когда даже обычные мужички, там такие полумурчащие на районах, они уже знают, что такое окно Авертона. Это, с одной стороны, хорошо, вроде как просвещение, да, там все прекрасно понимают, а с другой стороны, лучше бы они этого всего не знали. Вот, пожалуйста, по теме нашего сегодняшнего вопроса видео, которое, ну, как бы подняло достаточно серьезно градус. Так вот работает социальное программирование. Вот это называется окно Авертона. Когда хотят что-то ввести, но сразу они не могут это сделать, потому что будет конкретный кипиш. А вот так вот они по чуть-чуть через СМИ, там, через различные, вот в том числе вот такое, вот как один из инструментов закидывают, да, вот захист Украины, це жіноча справа. Ну, не мужская уже получается, а жіноча. Поняли, да? Что это, ну, означает, что жиночкам, ну, нужно приготовиться. На низком старте нужно быть, так сказать. Вот тот конкретный тигр хочет против шерсти дать. Ну, это он дальше комментирует ситуацию в дороге, но на самом-то деле этих билбордов много, они совершенно разные. Управлять — это женское дело, да, вот воевать — это женское дело. Эти билборды развесили, вот смотрите, анализировать — это женское дело. Ну, типа, мужчина понимает, что, видимо, не мужское. Мы об этом с вами говорили тогда, когда это не было трендом. Арестович выходил в эфир и говорил, это следующий шаг, это будет, это неизбежно. Проходит какой-то промежуток времени, около полугода, ну давайте так, плюс-минус. Да? И вот это вот мы с этим снова сталкиваемся и упираемся в это. Как далеко зайдут? Вот заключается в чем вопрос, потому что в Харькове, вот, например, девушка попала, молодая девчонка попала. Короче, прикол. Я в розыске, как по ТЦК. Да, вас чомусь ЦК подав в розшук. Почему? Какие варианты? Збій в якійсь базі. Нет, говорите серьезно, что я военно обязанная. Ні, такого нема, ви не воєнна обов'язана. Сейчас меня на передок. Чомусь На Покровск. чомусь ви в базі в розшук. Причини ми не знаємо. Короче, непонятно. Сбой какой-то. Сбой. Ну, ее взяли и везут. Мы же говорили, а нужно повторить то, что я сказал в начале эфира. Мы же начали с опроса про женскую мобилизацию. Все больше женщин будут вноситься в эти списки. Потому что это способ сбить бабки и способ приучить общество к тому, что женская мобилизация неизбежна. Все больше будет скрытой мобилизации, значит, которая будет одновременно являться программой скрытой мобилизации, и второе будет являться программой приучения, ограничения. То есть, например, запреты на выезд. На все большее широкое количество женщин с специальностью, женщин разных возрастов будут и так далее, и так далее. И если война будет продолжаться год-два, то дойдет даже и до женской мобилизации. В каком масштабе, сейчас трудно сказать. Это зависит очень сильно от множества факторов. Но так или иначе это будет продолжаться. Эти плакатики, они создают, с одной стороны, добровольный призыв женщин, призывают, а с другой стороны, мотивацию создают для добровольного призыва. С другой стороны, приучают, что женщина в армии, там, женщина мобилизованная, женщина массово идущая на войну, это как бы норма. Более того, это даже престижно, судя по направлению этой кампании, так как она прописана и создается. Вы считаете престижным женщину в армии? Как человек военный, я вас спрашиваю, военного. Не считаю. Я считаю, что женщина должна иметь свободу располагать собой так, как она хочет. Хочет идти в армию, пусть, пожалуйста. Но я категорический противник мобилизации женщин в Украине. Ну, вообще, конечно, выглядит как какое-то позорище, и девчонка там в полицейской карете говорит, ну, все, на ноль меня, там вот это. Ну, понятно, что... ты попробуй потом отбейся от этой бюрократии, на которую Мы подсыпали. же уже знаем, что закона нет, и надо только через суд это делать, а это длинная история, еще неизвестно, как судьи будут судить, хотя надо отдать должное, очень многие судьи в вопросах незаконной мобилизации занимали сторону защиты граждан. Мы видели такие случаи. Помните полтавский судья, который разматывал всех этих мобилизующих? Луцкий. Судья Луцкий, да, в суде. Ну, вот будем надеяться, что и дела по мобилизации женщин там, или по внесению их в реестр, они будут рассматривать быстро, без проволочек и в пользу женщин. А как это остановить?
Ну Это вот нельзя. смотрите, нет, давайте, может, какой-то обдумаем, какой-то рецепт предложим, потому что, смотрите, одно дело говорить там, вот, надо менять проектность, курс, это мне так нравится, знаете, когда вот эти люди, они ж ничего не могут поменять, они не могут поменять элементарного хамского обращения с собой, понимаете? Как это общество может на это повлиять и изменить? Мы видим, что просто все уперлось с этой мобилизацией, и дальше проваливается все ниже и ниже. Но мужчины поменять это не могут. На женщин осталась последняя надежда. Женщины сбунтуются, то мало не покажется. Но взбунтуются ли, это большой вопрос. Опять же, выработать женскую солидарность на этом вопросе очень сложно. Может быть, сложится ситуация, когда, наоборот, одни женщины будут с удовольствием мстить другим женщинам и затягивать их в эти сети. Поэтому это очень большой вопрос. Если еще на этой теме нас рассудят, то тогда основы общественной солидарности будут подорваны полностью. Это будет уже общество войны всех против всех. Ну, что-то уже похожее происходит на улицах, в телеэфирах. Депутаты рассказывают страшные вещи. Вот вышла депутатка Яцек, про Харьков тот же, откуда эту девчонку там повезли, да, вот про Харьков. Нормальная такая історія. Нещодавно ми розглядали випадок, коли в Харківському ТЦК після розпиття алкогольних напоїв полковник, там хтось зі служби оповіщення і кілька рекрутерів поїхали мобілізувати якихось там наркоторговців, бо у них були кошти. І так мобілізували їх, що постріляли, завдали тілесних ушкоджень. І зараз перебувають під вартою. Зараз розслідується кримінальна справа. Тобто факти вимагання, незаконного проникнення до житла, завдання тілесних ушкоджень. Таких випадків дуже багато. Багато випадків зловживань з реєстрами, багато випадків підробки документів, підроблення. Випадки не поодинокі. Тобто ви не вважаєте, що це якісь поодинокі випадки? Ви вважаєте, що це поодинокі, це системна історія? То есть мы пришли к тому, что депутаты нам указывают. Это система. Но с системой получается, если уже депутаты, ну так почему они ничего не могут сделать? Если там люди ничего не могут сделать, а депутаты ничего и не делают. Потому что роль парламента растоптана в этой стране. Давайте сделаем 2 шага назад и посмотрим, как мы вообще дошли до этой жизни. Я это уже миллион раз говорил, мы с вами говорили, повторим еще раз. Это истина, не тускнеющая от повторения. Согласно закону о мобилизации, военные вообще не должны проводить мобилизацию. Они законом не должны ее проводить. Военные занимаются мобилизованным с того момента, когда его доставили в ТЦК, и за ним закрылись двери. Организация мобилизации, планирование мобилизации, осуществление мобилизации – это все президент, Кабмин, местные органы власти. И даже на работодателей это возложено. Оповещение граждан и так далее, и так далее. Когда в начале войны я присутствовал на совещании, и где-то решили возложить на военных. Я категорически против выступил и очень конкретно поскандалил. Я сказал еще тогда, когда с Фейгином я был в эфире, когда это все было еще в начале духоподъемно, что это колоссальная ошибка, это хуже, чем преступление, потому что люди начнут бояться, народ начнет бояться людей в форме своей армии. Он с восторгом приветствовал в начале войны, он видел защитников, да это норма, когда военных любят своей страны, а когда их начнут бояться, это катастрофа для государственности как таковая. Тем не менее, это сделали, и сделали это специально. Ермак с Зеленским приняли совершенно осознанное решение возложить все тяготы мобилизации на военных, чтобы военные оказались виноваты. Они уже тогда, когда заводили уголовное дело на Залужного на 4-й день войны, на других генералов, и с этим решением о мобилизации они создавали ситуацию, когда политическая ответственность за мобилизацию уйдет на военных. Это было целиком осознанное решение, политтехнологическое. И коррупция уйдет в сторону военных, и общественное негодование уйдет на военных. Почему? Потому что они создавали инструмент, которым можно шантажировать военных потом. Они понимали, что на войне вырастет очень много военных политиков или военных, жаждущих политику. Они будут представлять реальную конкуренцию и размыть вообще имидж военных или взять за жабры конкретных военных за перегибы. Это все было закладывалось с самого начала. Иначе бы на Залужного не завели дело, и на других генералов даже разраду на 4-е сутки. Абсолютно осознанное политтехнологическое решение подставить военных на теме мобилизации, на теме начала войны и подготовки к войне и так далее. И погодите, если будет момент, если дальше Зеленский останется у власти, что когда он будет главным защитником народа от беспредела военных.
Когда понадобится посадить их на попу, он будет топать ножками, он будет требовать разобраться с ТЦК, он будет делать процессы, наказывать, как это уже неоднократно делалось, когда нагрузка доходила до пика. Вот. Вся эта история чрезвычайно развращает армию. Создана пирамида, которая упирается в Главное управление персонала Генерального штаба. Знающие люди еще в 23-м году говорили, что цифра достигает $8 миллионов в сутки, которые вращаются там на темах мобилизации, откатов, как обелечивание бизнеса, чтобы не заходили туда ТСКшники в эти гостиницы, рестораны и так далее. А теперь $8 миллионов в сутки. С тех пор я думаю, что цифра 25 уже. Или около того в сутки. Можете посчитать, какая машина создана. Эта машина развращает военных. Причем развращают не только на низовом уровне, но и святая святых в самом Генеральном штабе, который должен быть неприкосновенен. Потому что Генеральный штаб – это мозг армии, один из ведущих государственных институтов. И если он должен быть... Можно испортить все в государстве, кроме Генерального штаба. Что это заведомо поражение страны. Но его развратили в первую очередь на этой теме. И огромная машина в сухопутных войсках, потому что ТЦК находится в ведениях сухопутных войск, а это 76% вооруженных сил, армия в армии, так или иначе принимает участие в развращении вооруженных сил и в развращении армии. Плюс не забывайте, проблема развращения – это же не только поймать гражданина, затянуть его в ТЦК, там обелетить бизнес, чтобы не заходили, не хватали. Или схватить, а потом обелечивать. Поэтому, это еще вопросы, а в какой части служить? Кто в отпуск пойдет? А как не попасть на передовую? А как выплаты получить? А все эти блатные блогеры, которые в погонах якобы там и так далее, при этом на самом деле очень далеки от решения задач на передовой, скажем так, или на боевых специальностях и прочее, прочее. Возникает огромная система, та же самое общественное деление. Украина в ситуации 17 века находится в своем естественном положении, к сожалению, на сегодня, которая называется, дальше не развилась, паны, підпанки и крепаки. Крепаков обелечивают, підпанков обелечивают, и отдельных панов, которые сидят на бабках, но государственной власти не имеют, обелечивают люди в погонах. И депутат народный просто заявил, до чего это доходит. Нажрались, пошли обелечивать, правильно, и так далее. И на улицах идет война. На самом деле, мне недавно прислали добрые люди обобщенные данные по количеству инцидентов с ТЦК. Чтобы вы понимали, каждый день вооруженные или насильственные действия ТЦК в отношении граждан и ответ граждан в отдельных случаях. То есть это превратилось в перманентную войну ТЦК с собственным народом. Поэтому что надо сделать Украине, когда война закончится? Ей нужно пройти всю цепочку до того, как это решение принималось. То есть упереться в Зеленского Ермака. И расследование, которое не будет расследовать это решение Зеленского Ермака в нарушении святая святых законов о мобилизации, законов про оборону страны. И потом, как она была выстроена полностью до рядового исполнителя, все эти ребятки должны сесть. Это как минимум сесть. А как бы не пришлось сделать исключение в виде смертной казни, когда станут известны реальные факты, реальные объемы и так далее. Поэтому, если Украина... Вообще, что будет с ТЦК, начиная от Зеленского до последнего ТЦКшника, избивавшего гражданина, забиравшего отцов на глазах у ребенка, там, задувавших матерей, как в Одессе, баллончиком с годовалым ребенком затянули в автобус. Вот дальнейшее будущее украинского народа и реальные вопросы его чести и достоинства, реальные, не такие, которые Зеленский говорит, не про Донецкую область, а реальные чести и достоинства, это способность провести реальную оценку, что произошло с историей ТЦК, и наказать виновных. И создать механизмы, которые не позволят это повторить. Потому что беспредельная война против собственного народа. У нас государство лишило граждан права защиты. Она создала группы криминалитета. Потому что часто это же не просто военные, это за бабки, потому что это огромные бабки вращаются. Нанятые товарищи из силовых там, группировок, частных и так далее, которые и похищают и избивают граждан, то есть совершают тяжкие преступления под эгидой государства. И во имя государства. Это значит, что государство объявило войну собственному народу. К вопросу о внутренней политике, на которую я постоянно возвращаю. И вопрос чести народа и чести людей, у которых действительно государственное мышление. Раз и навсегда разобраться с этим вопросом.
У нас много вопросов. Подготовка к войне, разворовывание западной помощи, разворовывание украинской экономики, там, прочее, прочее. Но вопрос достоинства, о котором все так любят говорить, вот эта революция достоинства, это способность разобраться с деятельностью ТЦК, начиная с того, как она была организована Зеленским и Ермаком, политическим решением, до последней гниды, которая позволила наложить лапы на гражданина Украины. Если Украина это сможет сделать, у этой страны есть будущее. Если не сможет, там нечего делать, сразу вам говорю. Сегодня это сделать будет невозможно, разве что пока женщин не начали призывать, потому что есть надежда, что они им все-таки покажут. А вот после войны это уже вопрос не такой глубины чести и достоинства украинского народа, который касается самого права украинской нации на существование. Алексей Николаевич, я хочу это понять. Я понимаю, что вопрос может звучать провокационно, и мы видим, что эта система действует во всех уголках страны. Но есть определенный географический фактор жести, так это точно. Как раз-таки вот этих русскоязычных регионы, да, которые там считаются где-то исторически, ну не то, что считаются, не исторические есть российскими, но вот тем не менее. Сейчас вот в России заговорили, а давайте там надо отрезать Украину от моря, ну вот такие вещи. Ну так по поводу Харькова мы обсуждали эти моменты такие, да, широкими мазками, а вот это все. Но так как кошмарят Одессу, по-моему, вот как-то мало кого кошмарят. Вот Одесса, обычный, говорится, одесский дворик. Понимаете? Он таранит мусорку, он таранит машины. Номера. Там же стрельба была. И в конце стреляет, понимаете? И в конце начинает стрелять. То есть стреляет, да. Ну а то, как ну, непосредственно ведет себя с людьми, вот эту женщину запшикали, забросили, оттянули, поехал этот бус, чуть ее не раздавил. Это, конечно, отдельная история. Заваруха еще та. То, как люди относятся к вот этим ТЦКшникам, это понятно, но они уже как-то пытаются сопротивляться. Это получается с трудом. Вот так вот падают женщины, вот так вот их, собственно, оттаскивают. Ну а вишенка вообще одесская на торте, вот этого, там, гнилом торте, простите, да, заплесневелом, это же прям, это вот, я вот долго думал, да, ну, помните, вот был период, когда мы читали, ну, я не знаю, вы точно читали, я тоже считаю, что это какая-то такая диковинка, например, вот эти рассказы, то есть короткие рассказы о войне, литература. Ну, прям такие, новеллистика. Они очень короткие, там, немцы, там, фашисты, туда-сюда, в общем, зашли, ушли, отбили, партизаны партизанили, тут еще что-то. Вот это прям литературный, как бы, случай в Одессе. Штулянь заводят с баллонами. Что вы делаете? Отпустите вы его, вас 10 человек в масках. Господи, что же вы творите, Господи? Еще и с баллонами кидается на людей, на детей. Что вы творите? Макар, все будет хорошо. Все, я тебе отпусти камень. Все будет хорошо. Мы не можем его забрать. Ужас, конечно. Ну, долго отсмотреть нельзя. Плач ребенка, эти, как бы, товарищи. Алексей Николаевич. Ну, каратели. Они же ведут себя как каратели. И проблема в том, что они не оставляют народу ничего, кроме... Они принуждают его к сопротивлению подобным методам, понимаете, да? В этом же трагедия. Они принуждают. Народ же не хочет этим заниматься. Но они не оставляют выхода людям. Каждый такой случай не оставляет другого выхода людям. На самом деле, это специфика украинской истории. В 1933 году же хлеб у украинцев отнимали украинцы и доносили украинцы. И во все времена были свои опричники, которые этим занимались. Вот сегодня мы видим их в лице ТЦК. Вопрос можно поставить исторически, метафизически. Украинский народ собирается с этим делать, с такими элементами или с такой вот особенностью национального менталитета что-то делать. Самая страшная трагедия, что это делается от имени государства и во имя государства. То есть государство, которое существует для того, чтобы защищать своих граждан, систематически насилует своих граждан.
Мобилизация необходима, но ее можно проводить совершенно иными методами. Она заведомо в 2022 году была запущена Зеленским и Ермаком так и таким образом, чтобы закончиться войной со своим народом. И дискредитация армии, подставой армии. Алексей Николаевич, ну ребенок-то взял камень. Но я же говорю, ему не оставляют сопротивления. Нет, ну смотрите, это очень сильный Да, образ. не оставляют вариантов, да. Это очень сильный образ, потому что ребенок-то этот вырастет, понимаете, а у него он уже взял камень против вот этих карателей государства. Да, Нужно- это сильный образ. Ребенок подбирает булыжник для того, чтобы противостоять представителям собственного государства. И я, когда бунтовал на этом совещании, я ногами топал, кричал, поднимался и так далее. Ни в коем случае этого не делайте. Грудью ложился на амбразуру, я знал, что этим кончится. А это еще не все, будет хуже. Вот как вы представите женщин, которые будут затягивать в бусики, возможно, когда-нибудь? Как это будет выглядеть? Вот группа мужчин похищает женщину с улицы. Народ это будет терпеть? Я не знаю. Вполне может быть, что и будет. Они же вполне дойдут до того, что сейчас папу забрали, ребенок плачет. А может быть, что дети, женщины гуляют с ребенком, маму подхватили, а ребенок остался на улице. Такие случаи было, когда пап перехватывали и пап, ведущих детей из детского сада, и дети оставались на улице, а папочку повезли. Ну, они не оставляют людям другого шанса, других вариантов поведения, кроме как оказывать сопротивление всему этому. Не самой мобилизации, а методом, которым она проводится. Потому что это то, что они делают, это обыкновенный фашизм. Такой, знаете, фильм был такой с хорошее советское время. Это просто фашизм, насилие над собственным народом, беспредельное, растаптывание человеческого достоинства. Государство не только не вмешивается, не пытается это прекратить, оно это поощряет. А потом нам рассказывают, что 99% таких роликов сгенерировано российским искусственным интеллектом. Не вы, это сгенерировано украинским естественным интеллектом власть придержащих. Не всеми украинцами, а тех, кто сидит там наверху и чувствует себя панами. И если народ за это не расплатится сполна, когда все это кончится, не спросит, как это, железную цену за это все, ну, Очень интересный момент, в каком смысле интересный, что Украина, ну, да, многие отмечали, там, которые ездят возле границы, смотришь, а они такая граница, которая как бы защищает, ну, вот если так абстрагируя, если вот так посмотреть, защищает, получается, Европу от украинцев. Сегодня новость пришла, что Польша хочет построить современный электронный барьер за 120 миллионов долларов на границе с Украиной, чтобы защищаться от незаконного пересечения. В частности, установят столбы с камерами, тепловизорами, в общем, оборудуют. Решение о строительстве было принято в связи с растущей угрозой, выявленной вооруженной агрессией России против Украины. Службы подчеркивают, что ситуация восточной границы Польши остается динамичной, а действия преступных групп и рост числа диверсионных актов в стране требуют решительных превентивных мер. Барьер должен не только затруднить незаконное пересечение, но и повысить эффективность обнаружения. Ну, в общем, пишут в статье, да, вот это вот инциденты, чтобы предотвратить, угрожать безопасности. Слушайте, так от нас поляки уже, получается, отгораживаются. от нас отгораживается вся Европа, и весь мир будет отгораживаться. Смотрите, мы уже с вами это слышали, обсуждали, давайте повторим еще, благо есть повод. Все спецслужбы стран Евросоюза предпринимают системные усилия для получения список всех мужчин, которые принимали участие в обороне Украины, служили в вооруженных силах. Они рассматриваются как потенциально нежелательные элементы в странах Евросоюза, опасные элементы, способные составить основу старых новых криминальных группировок, вооруженные передовым опытом вооруженной борьбы. Те же самые беспилотники и прочее, прочее. Чтобы вы понимали, в одной из стран Евросоюза недавно очень тихо арестовали группу из 24 украинцев, бывших военнослужащих сил обороны, с полным набором, там, от снайперских винтовок до этих FPV там, и так далее, и так далее. Правда, они пытались доить, и работала банда по украинцам, находящимся за рубежом, богатыми. Против европейцев не выступали, но, тем не менее, задерживали их там с вертолетами, с БТРами и так далее. Полноценная вооруженная операция была. Благо, что локализована, тихо, и не стали пока дискредитировать, заявлять.
об этом широко. Но это была история. И они это прекрасно понимают. Поэтому напоминаю всем желающим интегрироваться в Евросоюз и оптимистам, что мы вступим в ЕС, что решение, пускать вас в страну ЕС или нет, или вообще в любую страну, принимает лично пограничник. Это индивидуальное решение офицера на границе. И нету возможности это решение оспорить. Он просто может отказать, ему лицо не понравилось. Так вот эти списки будут все, и сейчас уже вводятся в базы данных на границах. И пока еще нет, хотя таких случаев потихоньку, единично нарастают, но после войны вполне может сложиться ситуация, с вероятностью 90% сложится, что украинских мужчины, а тем более мужчины, служившие в армии, будут персоной нон-грата, им будут максимально стараться отказывать даже в простом заезде в Евросоюз, а не и в другие страны, Британия, США и так далее, а не просто там не давать каких-то там привилегий типа вид на жительство и все остальное и прочее. Сегодня сообщили о том, что нет никаких сроков, и Зеленский, конечно, хочет включить это в пункты плана вступления в ЕС, но представители ЕС в Украине говорят, не-не-не, это еще непонятно, будем работать, будем стремиться. А может так получиться, что Украину примут в Евросоюз, а ездить по Евросоюзу не разрешат? Нет, такого не будет, но потому что там единообразные законы, но Украину не примут в Евросоюз. Поэтому, смотрите, друзья мои, вот эти рассказки, что мы вот щит Европы, упираются в щит, который строят поляки на границе с Украиной. Чтобы вы понимали, решение о том, что украинцев, мужчин, служивших в армии, нельзя будет допускать в ЕС, или надо будет очень сильно фильтровать и ограничивать, принималось в 2022 году. Потому что умные люди, опираясь на исторические аналогии, прекрасно это понимали. Это не накопленное решение. Это решение изначально понятное. Изначально об этом говорили там советники по безопасности и так далее, и так далее. Что, увы и ах, надо к этому готовиться. Что вы будете персонами нон-грата, особенно те, кто служил. Не все, конечно, совсем это не удастся прекратить, иначе европейские суды, как бы, да, это все, это будет прецедент нехороший, но практика негласного саботирования пребывания украинских мужчин в Евросоюзе, служивших в армии, или там не допускать их будет, и не только в Евросоюзе, будет как бы очень широко распространена. А за особыми категориями, например, военнослужащие националистических батальонов, там и так далее, там соединений подразделений, там будет вообще все предельно жестко. Поэтому это, увы, истина. И Польша не первая и не последняя страна, которая принимает соответствующие меры. Но наш физический барьер строит. А таможенно-визовый и там негласный барьер, уже система этих барьеров выстраивается вовсю в Евросоюзе полностью. Например, только в ЕС. Поэтому сказки, что вас примут в ЕС, не примут. Страну, в которой 1 200 000 повоевавших мужиков, в ЕС не примут в ближайшее время, пока Украина сама не справится с этим фактором и не сделает его безопасным. А как вы понимаете, до этого очень далеко. Если вообще решаемая задача. По поводу этих националистических товарищей, они просто жгут напалмом. Просто что-то несусветное. Значит, вот разведка Азова, позывной «Барс». Всі, хто був в розшуку в ТЦК, і всі, хто во время війни був за кордоном, я вважаю, що як мінімум треба лишити права голосу. Бо це майже несправедливо по отношению к військовим, якщо у цих людей останеться право голосу. Ну так вот. Несправедливо, если они будут иметь право голоса, вот эти, кто ухылянты, нехорошие люди. А Кухарчук, небезызвестный, из Азова, говорит, слушайте, вот это вот все там, да пускай отказываются от гражданства вообще. Так, ми б виїхали, нас не пускають. Отказываться Ну, где люди мають, только Вони мають давайте визнати. реально реализуем. Вот Верховная Рада собирается и принимает решение, что если ты не хочешь служить Украине, как бы, да, или не разделяешь ее политику, ты можешь отказаться от гражданства, и она тебя выпускает. Выпускает из страны, лишает гражданства, выпускает из страны. Так это же заветная мечта миллионов, 10 украинцев, наверное, да, но украинских граждан, но увы, ее не осуществляют. Все это, понимаете, эти были смешные ребята, герои, вот, надо понять 3 простых тезиса. Первое. Некоторым героям вместе со званием героя выдают звание героя и забирают мозги. Первый тезис. Второй. У некоторых изначально не было мозгов и никогда не будет. Третье. Они были бы теми, кем они являются, смешными маргиналами, если бы их не поддерживало государство в лице власти, которое создал Зеленский. Они имеют право голоса. Они не находятся под уголовным преследованием за подобные заявления. Как это было бы в нормальном обществе, только потому, что их поощряет государственная власть осуществлять насилие над правами, свободами и достоинством граждан.
под патриотическими лозунгами. А теперь смотрите, какая интересная штука. Я сторонник, чтобы они заявляли это больше и почаще. А еще я сторонник, чтобы они сделали это лозунгами во время избирательной кампании. Чтобы народу отпали последние сомнения. Участие народа, кем являются вот эти сторонники землянки УПА, и какие идеи и лозунги они навязывают собственному народу, и какую судьбу они ему приготовили. Потому что чем больше они это заявляют, и чем лучше это народ запомнит, тем быстрее с ними покончат как с явлением общественно-политическим. А с ними необходимо покончить с общественно-политическим явлением, потому что это злейшие враги будущего Украины. Государство с таким подходом существовать не может. Поэтому, заявляя такие подходы, они работают на разрушение этого государства, чтобы Украины не было. Поэтому их надо маргинализировать, изолировать и уничтожить как общественно-политическое явление. Физически пусть остаются, пишут мемуары, ходят вокруг в собственном дворе с факелами, да, и вскидывают руки в приветственном союзе от сердца к солнцу. Но как общественно-политическое явление их не должно было быть. И они делают все, когда они заявляют такие вещи, они делают все, чтобы выкопать себе могилку. И это очень хорошо. Это замечательная история. Пусть заявляют больше и чаще. Это на пользу. Ну, вот такая достаточно, как это, тяжелая терапия, если честно. Вот так бы я назвал. Но, смотрите, народ, который позволяет собой так обращаться в ТЦК, ему нужно тяжелое лекарство. Ну, давайте так, чтобы разрядить немного обстановку, потому что дело такое. Вообще в министерствах происходит какой-то бардак. Ну, ей-богу, да? Значит, тут внезапно, оказывается, СБУ, внимание, задержала в Минкульте главу одного из отделов по обвинению в пропаганде рашизма. Представляете? Она в частных беседах с коллегами и знакомыми что-то не то говорила. Одобрительно цитировала публичное выступление Путина, оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры, в том числе столичных объектов энергетики, фейки распространяла о силах обороны, распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте. Теперь женщине грозит до 8 лет тюрьмы. Ну, еще одна новость Кабмина. Вот посмотрите, две разных новости. Да? Вот смотрите, да? Вот у нас женщина в Минкульте, такая тяжелая статья на 5-м году войны, ходила, оправдывала. А в другом министерстве иностранных дел пополнение. Почетный консул стала в Доминиканской республике, фотомодель. Она и с кокошниками фотографировалась, и с шахматами там в стиле ню. И говорит, я подавала свою на должность кандидатуру, я ничего не стесняюсь, правильно, я расту, я развиваюсь. По-моему, у нас какая-то деградация. То есть мы на 5-м году войны, ну, это же точно кто-то стуканул на эту женщину. Ну, просто, да, как бы пальцем указал, донос написал. А к ней пришли и сказали, ах, ты Путина оправдываешь, там, одобрительно высказываешься о том, что он говорит. То есть вот этих мы берем, убираем, а поднимает эта волна пену, ну, вообще бог весть кого. Очередная фотомодель в очередной прекрасной теплой стране на океане. Видимо, чья-то добрая подруга. А как совладать с такой системой управления, Алексей Николаевич? Значит, я фотомодель комментировать не буду, дай бог здоровья. Может, она замечательный человек, и как бы консул это же не посол. Правильно. Консул это обычно, кого консулом назначают? Представителя нашей страны, который и так там живет, и так имеет связи, и там в деловых кругах, и прочее, 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 и просто вызывается нести на себе дополнительную нагрузку. Как бы, да, консул это же, тем более почетный консул, это весьма неформальная должность. Это не посол и прочее, прочее. Так что дай им Бог здоровья, я в это не полезу. А что касается первого, застучали, я мечтаю лично построить Украину, в которой за взгляды не наказывают и за слова. Только за действия, доказанные действия. Поэтому здесь вопрос, мы в какую модель идем? Модель Евросоюза, где весьма жестко со словами. И садят за лайки, например. Либо мы идем в модель США, где свобода слова и наказывают только за действия. Я считаю, что залогом эффективного развития Украины является свобода слова, где наказывают только за действия. Более того, чем больше свободы слова, тем людям легче разбираться, с кем они имеют дело. Где свои, где чужие и так далее. Когда идет массовое подавление свободы слова, очень много народа мимикрирует, очень много овец
вернее, волков в овечьей шкуре и овец в волчьей шкуре образуются. А это плохо. Народ дезориентируется. И опять же, тогда возникает вопрос, мы по отношению к народу какую политику ведем? Мы хотим, чтобы он лучше ориентировался или чтобы он меньше ориентировался? Судя по тому, что происходит, мы хотим, чтобы он вообще ничего не понимал. Наглухо был отбитый и добровольно садился в бусики. Вот это вот, когда их там пинками сопровождают, ну, я против этой модели, мне не нравится эта модель. Я считаю, что все люди должны свободно высказывать свои взгляды публично. Им за это ничего не должно быть. А вот когда они на действие опускаются против государственности, представляют реальную опасность, им за это должно быть все. Очень жестко. Вот такое общество я хотел бы построить. Но Украина, к сожалению, строит прямо противоположное общество. Да, У нас слишком... где обязательная минута молчания, где Да. ты что? У нас слишком многое люди, которые откровенно действуют антигосударственно, ничего за это им не бывает. А люди, которые просто высказали взгляды, ничего не предприняли, не наведя ни одного российского шахеда. Там, да, не перейдя на сторону врага во время, значит, войны там, и прочее попадает, то, что попадает под измену Родине, они отказываются под санкциями, они оказываются репрессируемы на тяжелые сроки. Общее количество политзаключенных, так называемых, за взгляды посаженных людей до 50 тысяч человек, по некоторым данным. От 40 до 50 называют. Разные данные есть. Есть 36, но есть под 50. Назовем диапазон. Понимаете, все же эти ребятки, они нам что рассказывают? Они рассказывают, что вот придет страшная Россия, как начнет нас мобилизировать. Как с российским ТЦКшником не поспоришь. Ну, а чем отличается то, что мы сегодня наблюдали в Одессе, как бы от ужасов, которые нам рассказывают? Тем, что под дых дают и у ребенка отнимают отца люди с украинским шевроном, это же хуже. Там, понятно, тебя мобилизовали оккупанты, всем все понятно. А здесь свои. Это всегда хуже. Свои ли? Вот возникает вопрос. Так, друзья. Формально свои, представляющие свое родное государство, как бы, да? Да, подведем итоги опроса. Нужна ли Украине сейчас женская мобилизация? 12% частично полускрытая, она неизбежна. 20% нужна, все должны быть равны. 22% женская бусификация все быстро закончит. Да. Ну и побеждает вариант «нет, с дубу рухнули». Вообще это ничего не даст. Ну, правда, такое ощущение, что с дубу рухнули, понимаете, вокруг этого вопроса. Переходим к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо большое, что их оставляете. Режим Блиц, все как всегда. Всем перед тем, как начать сессию ответов на вопросы, рекомендую воспользоваться QR-кодом и перейти на школу мышления и коммуникации Алексея Арестовича. Да, вот прям возьмите, перейдите, найдите себе интересный семинар, лекцию, и, как говорится, будет вам счастье. Поехали. Режим Блиц. Вот такие вопросы сегодня. Все, конечно, не зададим, но, тем не менее, спасибо большое за то, что их очень много. Благодетель пишет. Считаете ли вы, что запрет интернета – одна из крупнейших стратегических ошибок Путина, сопоставимая с недооценкой роли soft power, ну, мягкой силы? Ведь вместо экспорта смыслов Россия добровольно отказывается от главного поля 21 века. Это просчет или осознанный обмен будущего на краткосрочную стабильность? Я говорил в эфире у Юлии Латыниной, могу повторить, это хуже, чем преступление, это ошибка с точки зрения, если кто-то озабочен российскими национальными интересами. Вот. Мы не знаем, чем это продиктовано, нет ответа до сих пор. Некоторые говорят, что это попытка тех, кто получает государственные субсидии на российский интернет, стать монополистами, протолкнули решение. Кто-то говорит, что это победила при дворе просто партия тех, кто из России хочет сделать Северную Корею, но в любом случае это он же не запретил интернет, он ограничил мессенджеры, как бы, да, там и Телеграм и прочее, но это колоссальное, это хуже, чем преступление, это ошибка. Если кто-то озабочен всерьез судьбой России, то это ошибка. Угу. Колоссального масштаба. Она очень сильно укнется. Это да. Так, значит, очень много в сообществе YouTube вопросов. Поехали. Кристина. Good evening, леди и джентльмены. Мистер Алексей Александр. Вопрос гостю, с которым, возможно, играли в одной песочнице, если биография в Википедии не выдуманная. Я вас, господин Арестович, слушаю с самого начала войны. Для меня советской гречанки, ужасной войны. Это лирика, сейчас суть. Вы когда-то продвигали идею триединой Руси, а потом перестали. А жаль. Почему? Скажите, пожалуйста, спасибо большое. Потому что ни одна из этих частей этой Руси не готова на данном этапе ни к какому триединству. Вот, поэтому я не как бы поставил на паузу эти разговоры до создания соответствующих обстоятельств внешних, когда снова можно будет об этом говорить. То есть сейчас нельзя? Можно, но это не актуально просто.
Если актуальная тема, есть неактуальная тема. Если хотите поговорить, я вам отвечаю. Я за Единую Русь. Но вопрос этого единства, какой, когда и так далее. Вот, понимаете, вот зачем нам Русь, в которой запрещают интернет? Вы хотите в такую Русь? Нет, конечно, никто не Вот, хочет, вот, когда вот и ему что все. Да. запрещают. Да. Поэтому, да, вопрос о триединости Руси на фоне массовых запретов, например, свободного доступа в сеть. Как главное условие благополучия в 21 веке. Вообще возможности развиваться. Возможности чувствовать себя человеком, обменом с другими людьми. Поэтому какое триединство, когда все три стороны тупят так, что просто страшно. Так, вопрос по QR-коду. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Диалог Трампа с Ираном очень напоминает общение Украины и России. Противоположные требования и неприятие мнения оппонента. Россия требует Донбасс, Иран право на Армуз. Какие из этого выводы вы делаете? Что переговоры – это ширма. Как с одной стороны ширма является, с другой стороны, частью функционала по достижению сторонами целей войны. Но главное, вот такие позиции на переговорах, которые занимаются, это попытка заработать баллы во внутренней политике для обеих сторон. Особенно для Ирана. Любая демонстрация непримиримости – это игра на внутреннюю аудиторию. Читала, Лена пишет, всякие новости, связанные с Украиной, вот навеяло. Иногда ВСУ напоминает мне армию сперматозоидов из анекдотов. Бегут по узкому проходу, расталкивая друг друга в надежде на победу. И вдруг первый добежавший кричит: «Господа, нас обманули, мы в заднице». Как вы думаете, анекдот этот в тему вот про сегодняшнее наступление ВСУ? Нет, я не могу принять подобную метафору в отношении армии, которая худо-бедно, криво, плохо, недостатков, которые мы с вами обсуждаем, но сражается за свою страну, обороняя ее от внешнего агрессора. И неважно, ВСУ это, либо там это армия Замбии была бы и так далее, или Бенина. Это армия, которая сражается и гибнет, защищая свою страну. Плохо ли, хорошо ли, подставили политики, не подставили и прочее, прочее. Ну, как можно они такие анекдоты рассказывать, скажите, пожалуйста. Ну, нехорошо. Ну, люди головы кладут. Их туда запихивают в эту армию еще. Безусловно, но это армия, которая защищает свою страну при огромном количестве недостатков. И все, что мы сказали сегодня про мобилизацию, и политиков, которые вообще устроили эту войну и ее продолжают. Рядовой и нерядовой военнослужащий, который честно сражается на фронте, это та же история, что с Пипой, понимаете? Да. Аналогично. Пипа, которая оплевала наших дедушек, прадедушек, то же самое этот анекдот оплевывает этих самых. Но ведь Красная Армия тоже была с отдельными недостатками, скажем так, правильно, и система мобилизации была соответствующая и так далее. Но мы же считаем, что они нас спасли. Нет, но был период, там вообще был разброд и шатание. Ну, или, скажем так, защищали нас, по крайней мере. Насильственно призванные наши деды там и так далее. Кто доброволец, кто насильственно. Так вот, то же самое сейчас в ВСУ. Хорошо или плохо, история выставит эту оценку. У нас есть свое мнение. Но это люди, которые воюют за свою страну. Пойманные, добровольцами пошли. Поэтому приемлю я такую постановку вопроса, как в этом анекдоте, извините. Значит, вопрос Алексею. Еще одна Лена. Когда, по вашему мнению, цены на бензин прекратят расти? Есть ли у Европы какие-то договоренности с США на этот счет и чего ждать? Ну, вы же видите, принимают меры. Иран, наоборот, увеличил его бомбят, а он увеличил экспорт. Там принимаются меры, потому что государства и политики, они и европейцы, и даже тот же самый Трамп не могут позволить себе радикального роста цен, потому что это имеет накопленный эффект. Цены на нефть растут, цены на топливо растут, значит, растут цены на все, а это мало кого устраивает. Что-то они могут сделать, что-то нельзя, меры определенные предпринимают. С Россией даже сняли частично санкции для того, чтобы стабилизировать рынок нефти. Уже во многих местах цены опустились, даже в Украине. Поэтому, да, они будут пытаться удержать ситуацию. Тем более сейчас, простите, посевная, то все, 5-10, дизельное топливо. Поэтому что-то они будут делать. Насколько это будет успешно, посмотрим. Но я думаю, что к прежнему значению вряд ли удастся понизить на данном этапе. Добрый вечер, Алексей Александров. У меня такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, Европа позволяет Зеленскому безнаказанно воровать? Почему они так ополчились на Орбана, несмотря на прямые угрозы и факты чудовищной коррупции? Какая от этого выгода? Он с ними делится? Или они так ненавидят Россию, что к ним подходит пословица «на зло бабушке уши отморожим»? Спасибо. Он решает для них ключевую задачу. Он пытается две ключевые задачи. Сбивает Трампа и противостоит Путину. Это две ключевые задачи для теперешнего Евросоюза. Поэтому по принципу сукин сын, он наш сукин сын. Вы погодите, через годик он будет нерукопожатным даже в ЕС.
Мгм. Алексей в прошлом эфире озвучил мысль, что логике, тактике и стратегии все происходящее на поле боя никоим образом не поддается. Основная цель — мясорубка. Чем больше потерь с обеих сторон, тем лучше. Алексей, а что это значит? Это воплощение золотого миллиарда в действии? Настало время библейской жатвы? Нет, я такого не говорил, я уже не знаю, какие мои слова вы так умудрились интерпретировать. Тут есть и логика, и тактика, и стратегия, все на свете, уж какая есть. Во-вторых, война подобного масштаба – это очень невыгодное средство для того, чтобы уменьшить количество населения или проклятые элиты догнали стада железным посохом к пропасти. Для этого лучшим инструментом на сегодня являются эпидемии и пандемии, подобные ковиду. Вот они позволяют застраивать людей гораздо более эффективно. Поэтому и сокращать. Поэтому, если бы я был гадким рептилоидом, и мне понадобилось бы там людей поставить по стойке смирно и загнать в пропасть, то я бы пандемию использовал, а не, тем более опыт есть, а не войну. Что такое война? Тут посмотрите, как в Италии пенсионеры умирали. Вы поймете, что даже в моменты самых серьезных столкновений, там типа Бахмута на этой войне или Покровска, потери не могли сравниться с тем, что было во время ковида. Поэтому, Алексей Николаевич Алексеев, ваш тезка, задает вопрос. Приоткройте тайну, если владеете информацией о гибели Киреева после переговоров в Беларуси. Его убили, потому что он хотел остановить эскалацию конфликта? С уважением. я не думаю, что один человек может остановить эскалацию конфликта, как бы ни старался. Поэтому я не знаю обстоятельств его гибели. Но один человек ничего не может сделать, понимаете, да? Поэтому надо искать. ну, найдите знакомого депутата, напишите запрос ДБР, оно же ведет расследование. Журналиста попросите, ДБР будет обязан ответить. Так отписку какую-то напишут, это ж мы Но, знаем. тем не менее, вы получите ответ А, какой-то. А потом, когда выяснится, что это не так, пойдете с этой отпиской и скажете, вот меня обманули на этом этапе. так их когда... Ой, может, там уже другие люди будут, они ж видите, как Тут же меняются. вопрос какой, что тут вопрос, насколько длинную политику вы хотите проводить, и чем вы руководствуетесь, люди, которые интересуются этой темой. У вас что-то пролонгировано или у вас что-то эмоциональное? Если пролонгировано, то иногда выяснение таких вещей занимает десятилетия. Но вы хотите кем быть? Человеком, который решил разобраться и довел до конца, пусть даже проиграл, или человеком, который слился и сказал, это нам не подвластно и все такое прочее. Мгм. Алексей, добрый вечер. Что бы вы посоветовали тем, кто считает себя марксистами, как поступать в политической жизни, чтобы их не считали за клоунов? Вы не говорите, что вы марксисты, вы говорите, смотрите, с точки зрения здравого смысла, вот так вот это выглядит. К тому же есть марксистские термины, положения, которые до сих пор не опровергнуты. Например, мое любимое, что главной производительной силой является человек. Поэтому и вкладываться нужно в человека. Вот такой, например. Если бы Маркса послушали в этом отношении, жизнь на Земле куда как была бы лучше, чем она есть. Так, привет из Киева, мне 26. В детстве часто ездили на турниры в Россию. Последний матч был в 2013 году против «Спартака», где мы их прожарили 4-0. При моей жизни мы еще сможем вернуть вайб 2013 года и дружеские связи с Россией, как вы думаете? Вполне возможно. Это зависит от сценария, по которому все это пойдет. Можно и за 5 лет очень быстро вернуть, можно не вернуть за 100. 100 слишком много, за 50. Поэтому посмотрим. Мгм. Значит, вопрос гостю. Алексей Николаевич, вы неоднократно говорили, что России, США, Китаю, Индии надо объединиться против глобалистов, хотя в недавнем эфире с Латыниной сказали, что все Зеленский действует в интересах глобалистов. Может быть, Зеленский не глобалист, но он точно является орудием глобалистов, что подтверждает выпады в сторону Трампа. Почему такая могучая США не может выбить это оружие из рук глобалистов? Как вы думаете? Потому что половина США это и половина американского истеблишмента, если не больше, это и есть эти глобалисты. И это не так просто сделать. Он же не в одиночку играет против Трампа. Он с демократами играет против Трампа. Это сила вселенная. И так просто это не сделаешь. И существует определенное сопротивление. Трамп же не удельный князь, а не царь, который подчинил себе все, и все его слушают. Он протесты против Трампа по городам и весям. Мгм. Так, значит, чаты трансляции подключим. Пользователь
Значит, здравствуйте, Алексей. Когда Украину описываете, я вижу мою Россию. У нас хотят за VPN снижать скорость интернета и сделать сбор из тех, кто использует VPN. Прокомментируйте, пожалуйста, протесты у нас 29.03, ну, то бишь вчера, которые захлебнулись и фактически ничего не произошло. Так не было же у вас протестов. Смотрите, в 91 году вы и мы побежали к демократии. Что мы можем констатировать спустя почти 40 лет? Что мы оказались абсолютно беззащитны перед демократами, которые нас возглавили. И в лучших своих практиках нынешние демократы исполняют такое, что Советский Союз себе не позволял по отношению к своим гражданам. По крайней мере, после 1953 года. Поэтому у нас, конечно, не расстреливают демонстрации, ни у вас, ни у нас, как в Новочеркасске. Но на то есть другая методика, другие методики. И вот вам, пожалуйста, люди беззащитны перед... Главный вывод какой? Люди беззащитны перед государством, не называет ли оно себя деспотией или называет ли оно себя демократией, они просто беззащитны. Мы не сумели выстроить реальных инструментов защиты граждан от собственного государства. Начиная с независимых судов. Начиная с настоящего местного самоуправления. Парадоксальным образом, у крестьян крепостных во времена Ивана Грозного права было больше, чем у современного россиянина или украинца. Поэтому это трагедия. Вопрос, что российский и украинский народ собирается сделать с этой трагедией в дальнейшем. От этого в очень большой степени будет зависеть их историческая судьба и вообще право на существование. Интересный такой вопрос тоже в продолжении темы, да, вот по поводу протестов, которых не было, которые там не смогли организовать. Алексей, а как у вас получается, будучи оппозиционным политиком, не топтать народ своей страны, в отличие от ваших визави с российской стороны, которые не отделяют народ от власти и смешивают всех с грязью? Ну, российские оппозиционеры, вернее, либералы, это вообще отдельная очень печальная история. Как? Ну, во-первых, я делал свои ошибки. Например, когда кричал, что я вас ненавижу, там всех, и вы дерьмо на сапогах. И хотя я кричал это только части народа, но тем не менее. Многие обиделись. Во-вторых, я просто понимаю расклад. Народ беззащитен. Народ в этой ситуации в заложниках у власть придержащих. Поэтому на народе лежит определенная доля ответственности, но это скорее историческая ответственность, нежели ответственность каждого персонального человека в каждый отдельный момент. Поэтому все виновны в происходящем, ответственны все, а виновны только те люди, у которых реально находятся ресурсы и рычаги управления сейчас. То есть, в первую очередь, высшее военно-политическое руководство страны, растоптавшее права людей, достоинство, конституцию и так далее, и так далее. И которые подвергли сомнению саму идею государственности. Потому что государственность, прежде всего, должна быть направлена для защиты народа. А где же она направлена? От внутреннего и внешнего врага. Если внутренний и внешний враг практически перестают различаться в отношении действий своих граждан. И там беспредел. Поэтому народ в заложниках в этой ситуации. Я не могу топтаться по народу. Я, как могу, его пытаюсь защитить, простите. Хотя бы на уровне борьбы слов. Угу. Артем спрашивает, как вы думаете, мир, это с чата Алексея Арестовича, как вы думаете, мир движется к многополярности или к хаосу? У вас обалденный пиджак. К хаосу, многополярности. Спасибо большое. Хаос многополярности? Угу. Ой. Алексей, возможен ли вариант, где Украина утопает в крови, все против всех, и какой результат тогда в конце? Ее ждет как страну и народ. Возможен вариант, большие потери территории, установление жесткой власти или, скорее всего, раздел. То есть часть заберет Россия, часть будут введены войска Евросоюза, НАТО, США и так далее. Сопредельных стран, каких-то миротворцев и прочие силы будут устанавливаться порядок, потому что никто не позволит слишком большие издержки для внешних игроков. Толпы беженцев через границу и так далее, и так далее. Там неконтролируемое расползание вооружения, опять же атомные станции, активы. То есть просто придушат эти протесты рано или поздно. Внешние силы. Алексей, что вас удержит от узурпации власти и отказа от демократии, несмотря на все лозунги и политические нарративы, типичные для всех оппозиционных политиков, особенно в СНГ-пространстве? Что отличает конкретно вас? Спрашивает пользователь. А мне скучно подавлять людей.
Скучно? Да, скучно, просто элементарно скучно. Я как бы развивать, я их люблю. На то у меня и школа существует специально. Вот заметьте, у меня нет школы подавления, у меня есть школа мышления. Александр интересуется, когда Трамп закончит войну в Иране, он снова начнет принуждать Украину к миру? Он и даже продолжая войну в Иране не прекратит принуждать Украину в мире, к миру. Там сейчас очень жесткие решения принимаются в отношении нашего главного миротворца, симпатичного, которого мы обсуждали в начале передачи, желающего закончить войну так сильно, что, ну, посмотрим, может, в этом раунде у них что-то получится. У Мгм. американцев. Вопрос о русскоязычных ВСУшниках. Интересно, что будут делать защитники Украины, которые говорят по-русски потом? Да выживать, как и все люди. Смотрите, что нужно понять еще? Вот этих клоунов показывали сегодня, которые там рассказывали про лишение гражданства и все остальное. И они же типа любят позировать от имени ВСУ. Я могу сказать, что в ВСУ такое количество людей, которые считают их последними, уберите детей от экранов, Мгм. что не надо думать, что все ВСУ такое или все люди в форме такие. Это маргинез, который вообще не имел бы места и был бы пылью, там, грязью под ногами, если бы там, да, и шарахались бы по кустам, если бы их не решил поддержать Владимир Александрович, который, идя на выборы, обещал народу какую разницу, правильно? И так далее. Огромное количество от рядовых ВСУшников до там, полковников ВСУ относятся к этим всем подавителям свобод, прав и там, подавителям русского языка справедливо, я бы сказал. А справедливость заключается в том, что они их считают их клоунами, а во-вторых, дешевыми очень. А во-вторых, тем, что они хотят их немножко подавить в ответ. Просто пока молчат. Но молчат это не означает, что они одобряют или не собираются противодействовать. Поэтому мы еще посмотрим, как оно будет. Мгм. Так, ну, понятно. Ну, это я должен сказать, потому что мы в прямом эфире, поэтому извините, да. То есть полиция опубликовала свою версию конфликта между сотрудниками ТЦК и гражданскими в Одессе. В общем, нет, это не то. Тот, по-моему, конфликт. Короче, там кто кого-то ранил ножом, и сейчас и ТЦКшник, и, короче, в этом... Ну Ну, да, такие случаи каждый день, чтобы вы понимали. да, Это далеко не все попадают на широкий экран. то есть имеется в виду, что вот смотрите, не было бы вот там ранения, там по-другому все Конечно. было, конечно. Видите, люди сами... А мы можем сказать, не было бы ваших вот этих системных мероприятий, так и не было бы ранений. Да. Вы же понимаете, что народу тяжело кидаться на человека в форме с ножом. Это его нужно довести человека, чтобы он это делал. Насколько ситуация с зарплатами в армии и госслужбе плачевная или еще нормальная и есть куда падать, спрашивает вас ваш зритель. Падать по размерам или падать по выплатам? Если по размерам, есть куда падать, а если по выплатам, то, ну, там же не я, а госчиновники, тот же Гельманцев говорит, что мы на пороге финансовой катастрофы, если не будет помощи от ЕС. Там, или вообще какого-либо помощи, вида помощи. От Всемирного банка там это и прочее, прочее. Смотрим. Я думаю, выйдут из этой ситуации. Вопрос Алексею. После завершения войны как будут решать вопрос недостатка рабочей силы? Лично Алексей Арестович тихо приглашал бы русских и белорусов? Или это были бы рабочие из стран Средней Азии? Я бы роботов приглашал. Дорого, Алексей Николаевич. Почему? Ну, это сейчас Дорого. дорого. Через годик будет дешево очень. Их же масштабируют и дешевят таким образом. Алексей, почему именно Украина стала таким лакомым кусочком, который должен сдерживать Россию? Ни Китай, ни Беларусь, ни Финляндия, ни страны Прибалтики, а именно Украина. Почему? Все сдерживают Россию так или иначе, самим фактом своего существования. Украина просто имела глупость подписаться на прямое вооруженное противостояние. Ну, как бы ура. Мгм. Вопрос Арестовича, а что по выборам? Почему все заглохло? Потому что Зеленский не хочет выборов. Все же очень просто. Думаете, не будет? Все так и будет? Глушняк?
Пока Зеленский у власти, его трудно поставить в обстоятельства, когда он согласится на выборы. Это не исключено, такая вероятность остается, но сопротивление выборам и концу войны он будет оказывать до последнего. Ожесточенное сопротивление. Мгм. Значит, так. Тут в вашем чате разбираются, кто тут взял ваше имя и пишет. Ну, знаем такие приемы, не первый раз, друзья. Как бы это дело такое. Знаете как, ну, это же... У меня просьба к людям, которые берут мое имя. Возьмите мою карму. Карму этого имени возьмите немножко на себя, да. Ой, Алексей, почему Путин не показал еще новую ракету «Буревестник»? Не знаю. Ну, а кто знает, да. Значит, ну и давайте финальный вопрос о завершении войны. В течение 2 лет или раньше 2030-го закончится война, как думаете вы? И Смотрите. я добавлю от себя, воспользуюсь служебным, говорится, положением. Алексей Николаевич, ну видно, что... Ну вот видно, что эта вся ситуация дожимает. Вот Украину дожимают. И Зеленский вот это со своими заявлениями, сейчас вот этими нервными, полунервными. Видно, что оказывается бешеное давление. Может, додавят его в ближайший месяц-два, и ко дню рождения Трампа будет какое-то соглашение. Может и додавят, не исключен такой вариант. Поэтому я сформулирую так. Если ничего не поменяется и не додавят, то война может быть аж до 27 года, и включая 27 год. Если додавят, то все может произойти очень быстро, внезапно, за 3 дня буквально. Поэтому мы не можем лишать людей надежды. Может кряк и мир. Понимаете, да? Поэтому готовиться надо разумом к долгой истории, 1,5-2 года еще, а надеяться нужно на то, что это однажды и быстро закончится. Быстро и конструктивно, внезапно, и, возможно, даже в короткие сроки. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, благодарю за то, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, не забудьте отметиться лайком и хорошим, добрым комментарием. Добра и света.